Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем топить печь. В нашем деревенском доме есть две печи. Одна печь вот такая круглая, обитая железом, и русская печь. Я расскажу вам о том, как я топлю эти печи. Ну, казалось бы, что мудреного, 1000 лет люди топят в деревне эти печи, но оказалось, что если применить современные знания о процессе горения и о тех процессах, которые происходят в печи, то можно обнаружить много интересных нюансов, много интересных секретов, которые помогут нам. Подробно в химию горения мы вникать не станем, нам важна практическая составляющая горения и топки печи. А в практическом плане нам важно знать три компонента, которые образуются во время горения. Первый компонент: при горении образуется углекислый газ СО2. Прекрасная, полезная штука. Образуется СО2, улетает в трубу. Второй компонент, который образуется при горении: H2O. Обыкновенная вода, которая, нагреваясь в виде пара, тоже предположительно улетает в трубу. Но существует еще и третий компонент. СО – это угарный газ. Вот угарный газ очень опасен. Слышали? Эмиль Золя угорел. И это правда. Это не шутка. Потому что угореть очень легко. СО, угарный газ, не имеет запаха. И очень легко получить, если уж не совсем насмерть угореть, то головную боль можно заработать легко. Приступая к топке печи, нужно сразу понять главную генеральную линию и генеральную задачу. Наша задача – получить в этой печи хорошие горячие угли. Заметьте, это важно. Кирпичная печь, подобно голландке, нагревается не только во время самого процесса горения, а она нагревается уже после окончания горения, когда в топке остаются горячие угли, и эти угли тлеют очень долго, по много часов, и нагревают хорошо эту печку. Прежде чем закладывать дрова, топку нужно подготовить. Дело в том, что зола, которая скапливается в топке, она может сильно мешать догорать уголькам. Уголек закапывается в золу и прекращает гореть. Это очень неудобно. Поэтому я поступаю так. Я золу сгребаю на колосник. Просеиваю как через сито, для того, чтобы вся зола упала у меня, провалилась сюда внутрь, вниз, в зольник. Он так и называется, зольник. Вот, большие крупные угли можно оставить, они не помешают, они еще могут прогореть. А вот мелкая зола должна вся просеяться вниз. Маленькая хитрость закладки дров. Для того, чтобы поленья, которые лежат внизу, лучше горели, они плохо горят, потому что лежат на кирпичах, и воздух не поступает снизу, и они медленнее горят, чем все остальные. Для того, чтобы поленья, которые лежали внизу, лучше горели, я кладу небольшое полено горизонтально. И уже на него укладываю поленья вдоль. Тогда нижние поленья внизу у нас получаются приподнятыми над поверхностью топки. Воздух будет поступать, и они будут лучше загораться и лучше гореть. Главная наша задача — добиться того, чтобы дрова сгорали равномерно. Более плотная древесина, которая горит дольше, ей нужно обеспечить хороший обмен воздуха и более быстрое горение, а древесина, которая горит быстро, например, осина, ее можно положить в те места, где топка нагревается меньше. Итак, сначала я положу вниз положу быстро горящую осину. И сразу заложу растопку, поскольку в голландскую печь дрова укладываются не колодцем, как в русскую, а просто вдоль. И положим сразу
бумагу, положим бересту, которая очень хорошо идет на растопку. Положим туда же мелкие палочки. Ну, и достаточно. По краям топки, там, где тоже прогревается хуже и горит медленно, я положу более тонкие поленья. Или положу туда липу, которая сгорает достаточно быстро. А вот сверху я уже могу класть обычные поленья, которые будут у нас гореть. Вот даже дуб я положу в место, которое у нас горит лучше всего. Какое количество дров нужно закладывать в топку? Очень важно обеспечить интенсивное горение. Вы не сможете обеспечить нормальное горение, если положите, например, 2 полена. Может быть, даже вам удастся их разжечь, но горения не будет. И у вас вместо углекислого газа при низкой, более недостаточной температуре будет образовываться угарный газ, что нельзя допускать. Поэтому дров должно быть достаточное количество, чтобы их горение обеспечивало достаточную высокую температуру для образования углекислого газа, а не угарного. Дрова в печь положены, давайте их подожжу. Но сначала мы убедимся, что открыто поддувало и открыта вьюшка. Сейчас я пойду проверю. Итак, вьюшка открыта, поддувало открыто, можно приступать к разжиганию печи. У каждой печи свой норов. В моей печи лучше, как только убедился, что занялась растопка, лучше сразу закрыть дверцу и просто посидеть и послушать, как печь разгорается. По звуку я слышу, что дрова хорошо принялись и горят. Когда мы убедились, что дрова занялись и горят, очень важно не открывать дверцу топки до окончания интенсивного горения, до прекращения. Я понимаю, что иногда очень хочется посмотреть, а что же там происходит. Не делайте этого. Не делайте, подождите, пока закончится интенсивное горение. Вы можете послушать, если печка шумит, значит там все горит и нормально. Вот как только шум там прекратился, тогда уже можно будет посмотреть и помешать недогоревшие угли. Интенсивность горения нужно регулировать. Для этого нужно немножко прикрыть поддувало, тем самым уменьшить. Встречаются советы, где интенсивность горения предлагают регулировать, закрывая и открывая вьюшку. Но я не советую вам это делать. Сейчас объясню почему. Процесс горения – это сложный процесс. Если вы помните, в процессе горения образуется углекислый газ, угарный газ, но еще что? А еще образуется вода, H2O. И куда же девается эта вода? А вода вылетает в трубу. И в трубе она может конденсироваться, особенно если на улице холодно, а труба у вас железная. Вода конденсируется на металлической трубе и начинает стекать вниз. Вы можете даже не подозревать о том, что у вас происходит там, наверху, пока не залезете на чердак и не увидите, что вокруг трубы у вас все мокнет. Поэтому для того, чтобы труба оставалась достаточно горячей, вода на ней конденсировалась меньше, и в виде пара выходила в воздух, вьюшку я всегда оставляю открытой. Например, в моем доме, если вьюшку чуть-чуть прикрыть и попытаться регулировать горение таким образом, у меня потечет столько воды, что начнет капать с потолка.
Звуки в печи подсказывают мне, что интенсивное горение завершилось. И теперь нам нужно открыть дверцу и посмотреть, что же там у нас сейчас происходит. Да, некоторые поленья еще не пригорели. Теперь нам надо все это тщательно размешать. Смотрите, как я делаю. Очень часто не сгоревшие кусочки угля оказываются внизу. Поэтому я стараюсь переворачивать снизу наверх. Снизу наверх. Вот, я вижу несколько крупных полешек, которые не прогорели. Я передвину не сгоревшие угли на решетку, которая называется колосник. Если вам будут делать печку, обязательно требуйте, чтобы у вас был колосник. Это прекрасная вещь, которая позволяет регулировать горение. Теперь вот угли, которые у меня не догорели, я положу на колосник и с помощью поддувала заставлю их сгореть быстрее. Прошло еще несколько минут, и мы снова заглядываем в топку, чтобы убедиться, что исчезли маленькие голубые язычки пламени. Исчезновение этих язычков говорит о готовности нашей топки и возможности закрывать все дверцы и вьюшки. Итак, если мы видим, что язычков больше нет, для начала мы сгребаем горящие угли к краям печки, распределяем их по стенкам. Для того, чтобы стенки лучше прогревались. После чего мы закрываем дверцу. Мы закрываем поддувало. И мы закрываем вьюшку. Закрытие вьюшки знаменует для нас окончание топки печи. Я встречал людей, которые, закрыв вьюшку, открывают дверцу печи, аргументируя это тем, чтобы тепло шло в комнату, а не уходило внутрь. Аргументируют тем, что раз синие язычки пламени исчезли, значит горение прекратилось и все безопасно. Но это большое заблуждение. На самом деле, после окончания горения температура понижается, и оставшиеся не сгоревшие элементы как раз и выделяют СО, угарный газ. Если у вас закрыты все дверцы, в том числе вьюшка, угарный газ, он легкий, он поднимается в верхнюю часть печи, и через небольшие щели вьюшки, там всегда есть какие-то небольшие щели, он спокойно уходит в трубу. Но если вы открыли дверцу печи, то весь угарный газ пойдет у вас куда? Он пойдет в комнату. Он не имеет запаха, и, может быть, вы отравиться-то и не отравитесь, но головная боль вам обеспечена. Никогда не открывайте дверцу после того, как закрыли вьюшку. Ну вот, топка нашей печи завершилась, печка у нас горячая, вьюшка закрыта, все дверцы закрыты, все поддувала закрыты, и печь именно сейчас начнется самое-самое тепло. Печь начнет прогреваться вся изнутри доверху и будет хранить тепло долго, всю ночь, несколько часов. Обратите внимание еще на один важный момент. После того, как вы все закрыли, ни в коем случае не открываете никаких дверец, не бросаете туда ничего. Иногда, знаете, как эта бумажка попалась, фантик от конфеты, куда же его деть? В печку. Я открываю и бросаю, а печка еще горячая, фантик загорается, и пошел угарный газ. Не делайте этого. Все, закрыли и наслаждаемся теплом. Вот такие вот у нас в деревне печки.